центральной темой нашего председательства будет тематика Афганистана. Мы планируем провести открытые дебаты по этому вопросу в середине марта на министерском уровне для обсуждения всех аспектов, связанных с нынешним этапом афганской ситуации. Считаем это весьма актуальным, поскольку вы все знаете, что в недалеком будущем будут и президентские выборы в Афганистане, и предстоит вывод многонациональных сил из этой страны. Поэтому, естественно, внимание международного сообщества будет приковано к этой весьма сложной проблематике. И Совет Безопасности, который принял не одну резолюцию по теме Афганистана, конечно, он будет продолжать быть глубоко вовлеченным в эти проблемы. Считаем, что проведение заседания Совета Безопасности на министерском уровне по этой важной теме, оно будет способствовать продвижению афганского урегулирования. В рамках Совета целый ряд и других актуальных вопросов, конечно, Сирия и КНДР и другие вопросы. Сейчас в сирийской ситуации возникают новые элементы, новые моменты развития. Диалог – это, пожалуй, главное, к чему мы, как Россия, Российская Федерация, всегда призывали. Если вы вспомните, наша позиция в этом плане была последовательной, она такой и остается. И мы считаем, что для того, чтобы остановить насилие и кровопролитие в Сирии, которое, к сожалению, продолжается в больших масштабах с обеих сторон, необходимо свести обе стороны, и правительство, и оппозицию, за столом переговоров. Вот на это всегда были направлены наши усилия. Это, по сути, является главной целью Женевского коммюнике, принятого в прошлом году 30 июня. И мы всегда призывали к тому, чтобы начать реализовывать то, что записано в этом документе. К сожалению, до сих пор не получалось этого сделать по целому ряду причин, о которых вы хорошо знаете. Не удалось свести и представителей оппозиции, и правительства за переговорной площадкой. И в последнее время можно так с осторожным оптимизмом сказать, что в этом плане хотелось бы надеяться, возможны сдвиги. И то, что и представители оппозиции, и правительство все-таки найдут возможность сесть за стол переговоров. Дело это, конечно, непростое, оно потребует усилий всех заинтересованных сторон. В первую очередь, наверное, потребуются консолидированные усилия так называемых внешних игроков, тех государств, которые могут оказать влияние соответствующее на обе стороны, на правительство и на оппозицию. И если совместными усилиями нам удастся это сделать, то может возникнуть надежда на то, что процесс политического урегулирования сдвинется с мертвой точки. Что касается России, то сразу же после принятия Женевского коммюнике мы свою часть пути начали честно проходить. Мы старались убедить правительство действовать в духе женевских договоренностей. Мы встречались практически со всеми группами оппозиции и пытались убедить их встать на тот же путь. Поэтому, что касается нас, мы всегда это делали и продолжаем делать в настоящее время. И надеемся, что и наши партнеры будут действовать
равным образом в своих отношениях с оппозицией. Поэтому диалог возможен, если будет добрая воля со стороны всех тех, кто, во-первых, заинтересован в политическом урегулировании в Сирии, и, во-вторых, кто готов использовать имеющиеся у них возможности для того, чтобы этот процесс начался. В Москве ожидается приезд министра иностранных дел Сирии Муалима 25 февраля. Есть определенные контакты с представителями оппозиции, с лидером оппозиции Хатыбом, но конкретных сроков его прибытия в Москву пока еще нет. Мы поддерживали и поддерживаем дипломатические контакты с Соединенными Штатами по этому вопросу, ведем диалог в направлении того, как нам совместными усилиями добиться урегулирования кризисной ситуации в Сирии. Вы знаете, что состоялось несколько раундов трехсторонних переговоров в Женеве при участии спецпредставителя генерального секретаря ООН Брахими. И этот формат, он показал, что у нас есть точки соприкосновения, и при желании всех сторон мы можем определить те направления, те сферы, в которых мы можем сотрудничать, в том числе с Соединенными Штатами и при участии Организации Объединенных Наций, для того, чтобы добиться каких-то подвижек в сирийском урегулировании. Проблема беженцев, конечно, это достаточно серьезная, и это вот один из негативных результатов сирийского кризиса. Вы знаете, что огромное количество беженцев находится в сопредельных Сирии территориях, особенно в Турции, Иордании, в целом ряде других государств. Ситуация гуманитарная в тех местах, где они находятся, весьма плачевная. По мере возможности ООНовские агентства оказывают помощь нуждающемуся населению и делают все возможное с тем, чтобы облегчить их положение. Не всегда, конечно, это удается и не в тех масштабах, как хотелось бы, но все же то, что делается, это весьма важная работа. Естественно, мы поддерживаем эту деятельность, мы участвуем в поставках гуманитарных товаров через ООНовские структуры и на двусторонней основе, поэтому наряду с другими странами, поэтому считаем эту активность ООН весьма важной. Кстати сказать, ООНовские руководители гуманитарные, они в целом удовлетворены тем, как сотрудничает с ними сирийское правительство в плане доставки гуманитарной помощи, оказания гуманитарного содействия нуждающемуся населению. И они неоднократно подтверждали это и публично в ходе обсуждения соответствующих вопросов в Совете Безопасности, и в двусторонних контактах с нами. Поэтому в этом плане у международных гуманитарщиков каких-то серьезных претензий к правительству сирийскому нет. В то же время, и надо это особо отметить, они неоднократно жаловались на то, что испытывают трудности с доставкой гуманитарной помощи в районы, находящихся под контролем оппозиции. То есть доступа в эти районы они не имеют. И, естественно, это отражается на гуманитарной ситуации в этих регионах. Что касается Лиги арабских государств, то хочу подчеркнуть, что Лига, она, естественно, играет очень важную роль в сирийском урегулировании, и она является по существу одним из важных игроков во всем этом процессе.
и от ее позиции многое зависит. И вы знаете, в прошлом те решения, которые были приняты в Лиге арабских государств в отношении Сирии, и ее роль в процессе выработки политических решений, я считаю, что у Лиги есть очень серьезный потенциал, и она действительно способна сыграть важную конструктивную роль в поисках политического урегулирования.